Мы сейчас с тобой посмотрим ютубер. За что реально Дудя оштрафовали? Подождите. Что ты сейчас сказал? Так, давайте ютубер посмотрим. Ссылки на канал внизу в описании. Ютуберу огромный привет. Здравствуйте, ребят. Не знаю, кто там уже теперь работает. Вас, наверное, поменялись. Но всем здравствуйте. Я вас помню, знаю, люблю, целую, обнимаю. Ссылочка внизу в описании. Все, поехали. Признали виновным в пропаганде наркотиков. Мужское государство Чего, блядь? То есть что? Дудя? Чего? запретили на территории России, а Саша А кто это? Кто это был? Спилберг объяснила свое исчезновение. Привет, с вами ютубер, и Ау! это свежие новости с полей интернета. Юрия Дудя приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков. Напомним, что в апреле Лига безопасного интернета под предводительством Екатерины Мизулиной пожаловалась в полицию сразу на 2 ролика Юры, интервью с Моргенштерном и Ивангаем. В каждом из них герои обсуждали свой опыт употребления запрещенных веществ. Спорные фрагменты видео специально были промаркированы дисклеймерами. Чего, блядь? То есть, Юра взял интервью у Ивангая и у Моргена, и его оштрафовали за это? Справедливо. Блядь, за пропаганду? А, подожди, он же интервьюер же, он же человек, кто просто вопросы задает. О том, что наркотики зло, и команда проекта отрицательно к ним относится. Помните, блядь, Роцк, сука, против наркотиков. Даже если ты потлатый чмошник очкастый, никогда не употребляй. Понял? Нет, не пробуй даже. Я знаю, твои друзья эти, блядь, в хепких, ёпта. Давай попробуем, я тебе попробую. Попробовал, считай, что попущен. Фу, блядь, никогда не пробуйте. Но это не уберегло Дудя от жалоб на содержание видео. На Юру завели административное дело за пропаганду наркотических средств с использованием интернета. По ней блогеру грозил штраф до 1,5 миллиона рублей. Сам Дудь просил закрыть дело, ведь он в своих видео, наоборот, просил воздержаться от употребления запрещенных веществ. Но суд, который прошел в конце июля, лишь назначил роликам дополнительные экспертизы, которые подтвердили, что... Блядь, мне интересно даже посмотреть эти ролики. Я не смотрел эти 2 интервью, блядь. Я реально приду посмотрю, что надо было сказать такого, что на него чуть 1,5 ляма не повесили. Пропаганда в видео есть. На прошлом заседании Юра присутствовал лично, но в этот раз отправил в суд одного адвоката. После оглашения приговора тот заявил, что будет обжаловать решение. Но, как показывает опыт Моргенштерна, результат это вряд ли принесет. Алишера в начале июня оштрафовали на те же 100 тысяч за пропаганду наркотиков в творчестве. Меня судили за... Я не буду... За якобы пропаганду наркотиков. Потому что я свою вину не признаю. Мы будем обжаловать это. Добиться отмены приговора Моргенштерну и его команде юристов не удалось. Екатерина Мизулина тоже уже празднует победу. Глава Лиги безопасного интернета прокомментировала решение суда в Телеграме. Суд подтвердил наши опасения. Полагаю, что Юрий Дудь, как порядочный и профессиональный журналист, выплатит штраф и сам удалит эти видео с пропагандой наркотиков. Написала она и добавила, что штрафы по этой статье слишком мягкие и их нужно повышать. А вы что думаете насчет приговора Дудю? Оставляйте свое мнение в комментариях. А мы пока... Ура, блядь. А мы возвращаемся к теме судов. Мужское государство признали Пояснительную бригаду сразу. Я не шарю, какое мужское государство. Что это, канал, что это такое? Можно пояснительную бригаду в чат, пожалуйста, работяги? Кто-нибудь напишите, я, блядь, не шарю, наверное, не смотрю просто такие каналы. экстремистской организации и запретили на территории России. Неужели, блядь, нет? Да! Так на это решение отреагировала добрая половина Рунета. Активисты движения много лет подряд угрожали женщинам и устраивали рейды на торговые сети и бренды, которые не соответствовали их идеологии. Мне пишут, что найдем вашу семью, убьем, будь готова, мы скажем тебе это в лицо. Я захожу, и я вижу, что это реальные люди. В 2018-м мужское государство организовало интернет-травлю девушек, отдыхавших с Блять, я нихуя не понял. Ну ладно, окей. иностранцами во время чемпионата мира по футболу. Позже были громкие истории с угрозами актрисам, снявшимся в клипе Тиля Лидемана, и женщине, усыновившей темнокожего малыша. В этом году Владислав Поздняков натравил своих соратников на вкусвилл после ролика с ЛГБТ-семьей, сеть ресторанов Тануки и доставку суши Юби-да-Юби за рекламу с темнокожими моделями. После скандалов на чемпионате мира Позднякова даже приговорили к 2 годам условно за возбуждение ненависти к женщинам, но в 2019-м наказание отменили. С тех пор его деятельность вызывала только бурное обсуждение в интернете. Это как фемки, только наоборот.
Все акции при этом оставались безнаказанными. Ситуация изменилась только недавно. В начале октября, после массовых жалоб пользователей, Apple и Google потребовали от Telegram заблокировать основной канал мужского государства. А Apple и благодаря Google. истории Стануки, депутат Госдумы Оксана Пушкина потребовала у генерального прокурора России проверить деятельность движения. Как результат, 11 октября Владислав Поздняков сообщил о блокировке своего телеграм-канала. Днем позже YouTube удалил личный аккаунт лидера мужского государства. А 18 октября Нижегородский областной суд официально признал мужское государство экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Адвокат Позднякова заявил, что они будут обжаловать приговор. Считаем, что данное решение не соответствует принципам законности. Вы все видели сами. В общем, более развернутый комментарий будет попозже. Я, короче, не шарю за эту тему, Сам напишите в Владислав комментах. сейчас находится за границей, поэтому не Кто боится бы, блядь. последствий суда. Но велика вероятность, что скоро ситуация может измениться. Владелец сети Тануки заявил, что будет добиваться уголовного преследования Позднякова. И депутат Кто бы Оксана сомневался. Пушкина его в этом поддержала. В первую очередь его надо найти и экстрадировать, и пусть отвечает, конечно, за свои человеконенавистнические идеи, как минимум. Я уже не говорю про убытки бизнеса, который, в общем, он физически всем причинил боль на самом деле. Ждем, чем закончится это дело. А вот Не жду. ответ на вопрос, куда пропала Саша Спилберг, уже появился. Мне нужно было полностью перезагрузиться, побыть наедине с самой собой, отключиться. Но как Саша Ну, я не знаю, я раза 2 в день 100% перезагружаюсь. С утречка, ну, сам Бог велел перезагрузиться, как бы, вот, и ближе к вечеру обычно тоже происходит перезагрузка, как бы, ребят, все, кто перезагружается, тоже плюсаните в чат. Как бы, ну, Балковская, я могу перезагрузка это себе это хорошо. позволить, а как Саша Спилберг, я не учла тот резонанс, который вызвал мой поступок. Спустя неделю полного молчания блогерша вышла на связь и заявила, что не ожидала того, какой шум поднимет ее команда. Саша с удивлением написала о сотнях пропущенных звонков и тысячах сообщений, все которые перезагружаются? обнаружила в телефоне, но забыла объяснить, почему не предупредила о своем диджитал-детоксе хотя бы членов семьи. Всем привет, очень давно не виделись. По поводу ситуации с Сашей, что могу Кто это? сказать, что там точно нет криминала, что радует. А Возможно, еще, что криминал мы в погоне. нашли ее машину на парковке, нашли телефон, но пока я связаться с ней не могу. Как видите, папа Спилберг выслеживал свою пропавшую дочь вместе со всем брюнетом. батя. Сейчас Саша публично извинилась за свое исчезновение и пообещала раскрыть все детали этого Блять, подождите, что? Блять, как это вообще работает, господи, где эта логика? Девчонка, да, популярная, непопулярная, не суть. Блогер просто взяла, ее все надоело, она просто взяла и типа ушла из медийного пространства, за это ее захейтили, блять, что? поступка позже, когда придет в себя. А пока девушка улетела в Киев зализывать раны, по сети начали ходить слухи о ее расставании с парнем по рулам. Насколько они правдивы, узнаем в ближайшее время. А на сегодня это все новости. С вас лайк и подписка, если досмотрели ролик до конца. Это был проект YouTube. Лайк, подписка, окей. Я подписан. Лайк поставил. То ли я далек от всех этих тем, то ли, я не знаю, то ли кто-то пропал, кто-то куда-то кого-то судит, блядь, штрафует. Страшно, очень страшно, очень страшно.